Ну что, давайте попробую сейчас ответить на накопившиеся вопросы. Там что-то порядка, по-моему, 11 штук всего вопросов, может быть, даже и меньше. Я выписал самые интересные, которые мне понравились. Ну, первый, который многих интересовал, что со здоровьем, из-за чего, вообще как, что произошло. Если вкратце, то что произошло? В общем, в июле месяце я переболел, ну, я так думаю, что это был коронавирус, после чего буквально там через 3-4 дня при малейшей физической нагрузке у меня стала появляться одышка и вот жжение в грудной клетке здесь. Ну, естественно, эти симптомы для меня были непонятны, не первый раз в жизни вообще, да, я начал ходить по врачам. К своему терапевту пошел в поликлинику, у которого я, наверное, был в первый раз там за последние лет так 5, если не 10. В общем, не буду вдаваться в подробности, входил, сдавал, где-то, наверное, 2,5 недели, всякие различные анализы. В итоге, ну, чисто повезло, наверное, положили меня в кардиологический Самарский областной центр, если так, если не ошибаюсь, по-моему, он так называется. Начали делать коронографию, то есть это по вене через руку вставляется, ну, как ее назвать-то, грубо говоря, шланг, да, и этот шланг проходит по сосуду, по артерии, ну, и идет прямо к сердцу, и там они проверяют, смотрят вообще, что, какие проблемы вообще есть. Выяснилось, что правая коронарная артерия повреждена на что-то, ну, там какой-то участок, да, этого сосуда, артерии поврежден был на 99%. То есть вот чисто случайным образом, если бы, я не знаю, там пришел бы через неделю, ну, точнее, я бы не пришел, наверное, да, если бы чуть позже начали бы меня проверять или еще что-то произошло бы такое, да, ну, немножко затянул бы, то, скорее всего, был бы инфаркт. Ну, как бы в 36 лет словить инфаркт, конечно, звучит интересно, но я так думаю, что это коронавирус дал осложнение. Потому что питаюсь я, в принципе, ничего жирного в больших количествах я не употребляю. Анализы крови там по холестерину, по всем вот этим, да, вспомогательным каким-то элементам у меня все в порядке в полном. И я так думаю, что просто осложнение коронавирус дал. Ну, потом общался с врачом, с одним, который работает на скорой помощи, кстати, он в телеграм-канал мой писал. Ну и вот он говорит, что вообще в последнее время это частая история, что после ковида у людей забиваются сосуды, артерии бляшками. Вот я тоже попал в эту категорию. Сейчас все нормально, мне поставили распорку специальную, стенд, почти длиной 4 сантиметра в эту артерию, в правую. Ну и примерно месяц мне противопоказаны физические нагрузки. Ну, какие физические нагрузки? То есть тяжелые, да? Ходить я могу, бегать, конечно же, нежелательно. Поднимать грузы весом более 6 килограмм тоже нельзя. Короче говоря, все нормально. Я думаю, максимум еще там 2 недельки я уже и бегать смогу. Сейчас я прохожу спокойно по 10-12 километров в день. Если поначалу я ходил, ну, таким медленным шагом, теперь я уже могу быстрым шагом, и каких-то проблем, осложнений пока у меня тьфу-тьфу нет, я себя чувствую хорошо. С этим вопросом закончили. Тоже очень частый вопрос, поход с оптимистом. Ну, в смысле, планируется ли поход, когда, будет ли. Но на этот вопрос я отвечу так, что у людей должно быть взаимное желание и взаимные, ну, и в то же время возможности, да. То есть, помимо того, что, ну, там, допустим, у людей есть желание что-то там снять, да, сделать, еще должны быть и возможности. Дальше. Алексей, когда будет видео с женой, с ребенком? Я думаю, вряд ли это видео будет. С ребенком будет, а с женой, наверное, вряд ли. Потому что сейчас у нас второй ребенок очень маленький, 8 месяцев. Он на грудном вскармливании, ей просто пока не до этого. Ну, может быть, когда-то и будет, да, видео, но это будет, я не знаю, года там через 2, наверное, не меньше. Сколько у тебя занимает времени на монтаж одного видео? Ну, примерно, наверное, часов 20. Я думаю, где-то так. Какие планы на будущие стройки, походы и экскурсии? По походам вообще были планы по сплаву. Кстати говоря, плот я хотел сделать. Вот Дима, походный оптимист, ну, не то чтобы опередил, просто, видимо, есть какое-то информационное поле, в котором летают идеи, да? Я вот реально месяца 1,5 назад мы с моим другом Иваном ездили в лес, напилили бревна и хотели сделать плот. Ну, в общем, неважно. Короче, не совсем все получилось. Была такая идея.
Были запланированы, ну еще раз повторюсь, таки сплав был запланирован, пару походов было запланировано, но вот тут как бы видите, да, по самочувствию сейчас, наверное, пока мне лучше, ну вот, приходить в землянку, какие-то спокойные дела там делать и побольше отдыхать. Обзор на аппаратуру, да, можно будет как-нибудь сделать. Ну, у меня все банально, снимаю на телефон и на GoPro. У меня была раньше GoPro 8, потом я ее продал, купил GoPro 10. Попользовался GoPro 10, и вот сейчас я снимаю опять на GoPro 8, купил бэушную. Блин, не знаю, мне почему-то GoPro 8 больше нравится. Во-первых, потому что можно заорать там GoPro включись, да, либо выключись, метрах в 20, и она включается, выключается. А у десятки включить голосом ее нельзя. То есть это вообще какой-то бред. Ну, вроде бы как бы камера 8, 9, 10, они должны улучшаться, да, а не ухудшаться. У десятки почему-то эту функцию убрали. И меня это напрягает. То, что там добавили вот это вот окошко, да, ну, то есть ты можешь смотреть селфи, себя видеть. Ну, оно, по сути, нафиг мне не нужно. Я не так часто хожу с камерой и снимаю свое лицо вот в упор. Восьмерка, ну, на мой взгляд, для меня прям идеальная камера. Возможно, девятка тоже хорошая. Кстати, она тоже включается голосом, а вот десятка нет. Короче, десятку я забраковал, десятка мне не нравится, я ее буду, наверное, продавать. Если вдруг кому-то надо, обращайтесь, пишите, обсудим цену. Ну и до съем иногда веду на телефон. Так, что еще? Ну, телефон, iPhone, если так интересно. Расскажи, пожалуйста, о своем мебельном деле, почему эта сфера, что именно делаешь, развиваешься сам или с родственниками совместно. Начал я заниматься мебелью в 2008 году. Устроился менеджером в мебельную компанию, проработал там региональным менеджером 3 года, после чего решили с товарищем создать свою мебельную фирму. Ну, грубо говоря, все менеджеры, да, кто работал менеджером, понимают, о чем я речь веду. То есть у тебя есть какая-то клиентская база, ты этих клиентов забрал, ушел, открыл свою фирму, и этим же клиентам продаешь мебель, но уже от своего имени, и, соответственно, маржа остается вся тебе, а не директору, там, бухгалтеру и так далее. Короче говоря, открыли мы фирму, я был учредителем, сколько времени? Тоже, по-моему, 3 года где-то. ООшка у нас была, потом вторую ООшку открывали. В общем, не совсем у нас пошло с этим товарищем-напарником. Ну, как всегда, короче говоря, с друзьями бизнес не надо начинать. И я думаю, так и буду этого правила придерживаться в дальнейшем. Короче говоря, не совсем у нас все пошло с ним вместе. Разошлись, разбежались. Ушел вообще полностью пустой, без каких-то активов, то есть и сайт компании, все осталось ему, все, что мы делали вместе, все осталось ему, но, соответственно, и все долги организации тоже остались ему по договоренности. Короче говоря, ушел пустой, и где-то, наверное, месяца 2 я работал сборщиком мебели. То есть у меня был опыт сборщика мебели, позвонил человеку, кто на меня собирал мебель, говорю: Володь, привет, есть работа, возьми. Короче говоря, 2 месяца поработал на него, там зарплата что-то порядка, кстати, 50-60 тысяч выходила в месяц, ну, довольно-таки неплохо, то есть сборщиком мебели можно работать, зарабатывать на хлеб. И после 2 месяцев потихоньку, помаленьку начал продавать сам мебель. Открыл свой мебельный сайт, ну не открыл, а создал, открыл свою фирму ИП. И вот уже с 2015 года я являюсь индивидуальным предпринимателем. Сейчас на дворе 22 год, сколько там, 7-8 лет, что ли, получается, я работаю. В этом году, конечно же, наверное, там с марта месяца где-то работы стало поменьше. Я думаю, понимаете почему. Сам планирую свое время, выезжаю на замеры заказов. Если там стулья, кресла, то просто их продаю без замеров заказов. Ну, в общем, как-то так, потихоньку кручусь, на хлеб хватает. Что будет со второй землянкой? Это проект на лето, ну не на зиму, а на лето. Нет места под дрова. Не могу представить, где будет стоять печь. Со второй землянкой все будет в порядке. С печкой вопрос уже в принципе практически решен. Ну, то есть я знаю, какая будет печь, когда это все будет. Там, наверное, осталось дел буквально на 3 серии. Ну, 2-3 серии, да, и все будет практически готово. Потом уже будут доработки какие-то в виде, там, не знаю, крыши над террасой, ну и каких-то мелочей. Будешь ли пристраивать вторую комнату к новой землянке? Я думаю, нет. Повторюсь, это был быстрый проект, он им и останется. То есть это землянка из одной комнаты.
А вот с этой землянкой кое-какие доработки, возможно, в дальнейшем будут. Ну, все будет зависеть от обстоятельств, от самочувствия, от временных рамок. Потому что сейчас, там, не знаю, завтра снег выпадет, да, и уже все. Что тут делать? Уже ничего не успеешь. Так, не боитесь ли, что сожгут землянку, как у лесных? И если что-то случится, будете ли продолжать строить дальше? Скажем так, блин, волков боятся в лес не ходить. Конечно же, я переживаю, ну, а если вдруг что-то случится, ну, куда деваться? Жизнь такая, чё ж, ну, случится, случится. Надо как бы оставить это будет в прошлом и идти дальше. Вторая землянка есть, и, кстати, я ее строить-то начал не просто так, чтобы был как бы запасной аэродром. Тем более, это место уже много людей знает, а то место пока даже никто, я думаю, не догадывается, где находится. Откуда столько леса? Или так только кажется, что его много? Ну да, на самом деле у нас лесов не так много в Самаре, это кажется так. Какова плотность людей в лесу? Ну, сложно сказать. Бывает так, что, например, из этой землянки я выхожу и иногда даже встречаю здесь не грибников, а людей, занимающихся спортом. Тут вообще такое место, которое расположено не так далеко, на самом деле, от поселка, да, просто более-менее, как мне кажется, правильно выбранное местоположение, и поэтому сюда мало кто приходит и мало кто находит. Со второй землянкой там все намного сложнее. Там, чтобы до нее дойти, доехать, там нужно постараться. Не было ли случаев вандализма в твоих землянках? Ну, слава богу, пока нет. Пока только люди приходили с добрыми намерениями, и никаких случаев вандализма, тьфу-тьфу, постучим, не было. Ну и дай бог, чтобы так дальше и продолжалось. Ну, по-моему, все.